Всем привет, с вами Дима, и сейчас мы послушаем, как Данелия поет кавер на Билли Айлиш «All the good girls go to hell». На самом деле мне хочется сделать подряд сначала запись того, как исполняет Данелия эту красивую песню, а потом уже сам оригинальный вариант, исполняемый Билли Айлиш. Но хочется сказать, что если у Данелии максимально позитивное творчество и сама она такая очень положительная, то к Билли Айлиш можно относиться по-разному. Однако у нее есть сольный акустический концерт, который она поет с братом у Билли Айлиш. И он очень и очень интересен. Здесь можно услышать ее совсем в другом качестве. Мне очень нравится этот концерт. Я бы советовал тем, кто очень скептически относится к Билли Айлиш, послушать конкретно этот концерт. Он очень теплый, очень красивый и практически как какое-то домашнее, очень приятное исполнение. Что ж, пора переходить к прослушиванию, а перед этим маленькая минутка агитации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень и очень приятно. Итак, кавер на Билли Айлиш, который исполняет Данелия. Этот трек, конечно, более кочевый, чем та мелодичность, которую я слышал в предыдущих, скажем, Shallow или Stone Cold. Здесь больше ритмики, и само пение с самого начала больше напоминает речитатив, чем такое полное распевание всяких красивых ноток. Тут такая стилистика, и Данелия это несколько утрирует эту кочевость. Добавляет больше слова, чтобы это звучало более ритмично. Продолжим слушать дальше. Хочется сказать еще касательно самой аранжировки. Здесь много низа, и в куплете практически не было верхних каких-то частот от других инструментов. Голос звучит максимально выгодно, потому что он очень далеко находится от вот этой басовой составляющей, и слышно все положительные стороны голоса максимально. Одновременно с этим, конечно, можно услышать и все негативные стороны, но здесь их как таковых и нет, это Данелия. Слушаем дальше. Здесь уже начала появляться вверху какая-то мелодия, аранжировка становится плотнее. You cover up, he's caving in. Your man is such a fool, why we saving him? Posing them themselves now, begging for our help. Wow, who's been in California? My turn to ignore ya. Don't say I didn't want ya. All the good girls go to hell, 'cause they haven't got no self. Мне еще очень нравится слушать вибрато у Данелии, потому что оно очень точненькое. Такая максимально приятная пульсация. Нет ни качки, нет тремоляций. И оно вот ровно столько, сколько надо. Это следует из того, что она поет на хорошем дыхании. И она контролирует этот процесс просто отлично. Слушаем дальше. My Lucifer's lonely.
получается такая короткая версия данной песни. В конце добавила Данелия красивый вокализ, и он был максимально тванговым. То, что Данелия очень хорошо умеет делать, банально промычала, прогудела красивую мелодию. Слушаем теперь саму версию, исполняемую Билли Айлиш. Концертная версия в красивом очень зале Стива Джобса. После этого можно сделать маленькое сравнение двух этих версий. Приступим, послушаем, как Билли Айлиш поет вместе с братом при минимальном количестве инструментов на сцене. Слушаем. Очень красивая сцена. Сразу видно, что более медленный темп и разные подходы к одной и той же песне. Если Данелия включила большую ритмику и опиралась именно на кочевость, то здесь у Билли такое исполнение, как, знаете, есть стиль дарк кабаре. И очень много здесь от дарк кабаре. Пример. Где-то у меня тут укулеле. Лучше бы, конечно, гитару взять. Ну, укулеле. То есть это такая музыка, под которую хорошо сидеть в баре, раздумывать и слушать такой очень тянучий джаз, тянучий блюз и думать о чем-то своем. И можно взять, скажем, любой текст и из него сделать такое дарк кабаре. У меня сейчас в голове только стих Бродского «Не выходи из комнаты». Попробуем что-то из него сейчас сделать. Вот буквально 2 аккорда у нас будет тоника, субдоминанта. Все. Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, когда ты куришь шипку? И получается абсолютно другая песня. То есть здесь мы опираемся не на ритм, не на кочевость, а на вот эту более тянущуюся музыку. Что-то вроде того. Очень люблю стиль дарк кабаре, и здесь его много. Послушаем дальше. Советую через такую призму и послушать эту песню. Здесь совершенно другое настроение. Слушаем. Standing there, killing time. I can't commit to anything but a crime. Peter's on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence once you get inside. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore you. Don't say I didn't warn you. Абсолютно другой подход к исполнению в плане голосового оттенка. Кто-то говорит, что Билли плохо поет. Здесь выбрана определенная стилистика полуразговорного пения. И это дает более трогательный оттенок данной песни. Да и в принципе любой песни, в которой ты сделаешь именно так. Мягкий, красивый, задумчивый и грустненький звук. Слушаем дальше. All the good girls go to hell.
'cause even God herself has enemies. Once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing fetters. Peter should know better. You cover up, it's caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hell's burn in California. My turn to ignore you. Don't say I didn't warn you. Хочу заметить, какую здесь большую роль играет сам брат. Я вообще, когда слушаю данные песни у Билли, всегда замечаю, что максимальное количество работы висит на брате, и он делает это просто восхитительно. То есть у нас какая-то мелодия, и если ты не сделаешь этой мелодии хорошую аранжировку, она не будет звучать выгодно. Есть, конечно, мелодии, которые максимально самостоятельны, но здесь очень большая работа проделана братом Финеасом. Он отлично задает ритм, классные пропевает бэк-вокальные линии, которые абсолютно четко сочетаются с тембром Билли и подчеркивает только красоту вот этого вот мягкого, такого субтонового, немного полуштробасового пения. И в принципе брат умеет сделать так, чтобы звучало красиво, но на себя бы он одеяло не перетянул. Есть у Билли, скажем, такой субтоновый шипящий тембр. All the good girls go to hell. И обязательно Финеас сделает такой же тембр, но чтобы он не выделялся из общей массы. Плюс он играет на фортепиано, на гитаре, и каждый раз аранжировка очень интересная, даже когда исполняется все просто под один инструмент. Легко взять большое количество инструментов и сделать разнообразную аранжировку, но сделать с одним инструментом — это уже профессионализм. Слушаем до конца. Так что брату огромный респект, это вообще очень круто все. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely, and there's nothing left to say. Gonna hold me. There's nothing left to say now. Очень теплое, приятное исполнение. Максимально для меня это стиль Dark Cabaret. Можете послушать Melody Gardot и понять, о чем я говорю. Вот здесь очень много такого звука, такого стиля, и хочется задуматься о чем-то своем. Если сравнивать две версии, мы первую слушали у Данелии, вторую у Билли. У Данелии, конечно, более вокализированная версия, и даже если она что-то делает кочево и речитативно, все равно это максимальное пропевание на очень хорошем дыхании, очень хорошими ушами и классным тембром, который является абсолютно самостоятельным. То есть наравне с тем, как есть у нас какой-то инструмент в виде скрипки, гитары, фортепиано. И настолько же самостоятелен и красив тембр у Данелии. У Билли тоже есть свой тембр, но он не такой вокализированный. Он более разговорный, и получается ощущение более теплого пения, которое передается от человека к человеку посредством такого более речитативного варианта. Одна и та же песня, но насколько разные это варианты. Первая вокализированная и кочевая, которую поет Данелия, и вторая у Билли максимально напоминающая стиль Dark Cabaret,
вот такую блюзовую тянучесть и разговорную составляющую с большим количеством придыхания и субтона. Какое исполнение больше нравится вам, пишите в комментариях, с удовольствием это обсудим. Спасибо всем за просмотр, приходите на онлайн-уроки, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень и очень приятно. Всем спасибо и пока-пока, до скорых встреч!